Прибыв на место происшествия и изучив улики, команда следователей установила следующие пару часов назад, высоко на горе, мама-лошадь родила дочь. В результате несчастного случая, а мы надеемся, что это был он, а не как в Спарте, жеребенок упал со скалы, а мать, не сумев найти свое дитя, ушла вместе с табуном. Жеребенок, сильно поранившись, застрял между камней и не смог выбраться. На его, вернее ее, плач пришли местные собаки с очень нехорошими намерениями. Маленькая девочка, не имея возможности убежать, отбивалась от собак своими копытцами, но силы были неравны. Казалось, что лошадку ждет печальный финал, но тут на лай собак пришел работник отеля, расположенного рядом, и, дав собакам бой, отбил жеребенка у кровожадных животных. Но что с ним делать дальше, никто не знал, поэтому позвали нас. Мы забрали жеребенка к себе на базу, обработали ей многочисленные раны и начали долгие ночные переговоры с ветеринарами. Проблема была такая: маленькие же ребята питаются только молоком матери, а мать у нас, как вы помните, отсутствует. И хорошо, если бедная девочка успела покормиться от матери хотя бы раз. Делать искусственную грудь для кормления было не из чего, поэтому мы решили кормить лошадку самодельной молочной смесью из тазика. И вот настал момент X: либо лошадка начнет пить молочную смесь, либо нет. Но наша девочка, пережив уже многое за несколько первых часов своей жизни, решила, что пить молочную смесь из тазика — это вообще легкотня. Это вам не с собаками биться в темноте. И начались для нас бессонные ночи и дни, полные забот, ведь малышку нужно кормить каждый час. А еще нужно по 10 литров отборного коровьего молока в сутки, а стоит оно ох как недешево. И хоть малышка хорошо ела, но таяла прямо на глазах. С каждым днем ей становилось все хуже, силы покидали ее. От глубокой раны возле шеи пошло заражение на глаз. Лекарства не помогали. Потом начался понос, поднялась температура, начался озноб. Лошадка еле ходила, постоянно падая, и не могла встать самостоятельно. Мы уже начали готовиться к худшему, но тут до нас наконец-то доехал ветеринар. С ветеринарами в Северной Осетии вообще отдельная история, но об этом потом. И приехал к нам хороший ветеринар, привез капельницу и новые лекарства, много всего показал и рассказал. И уже на следующий день малышка начала оживать. Сегодня ей 8-й день, она уже пытается бегать, бодается и выпрашивает еду. Это еще не полноценный здоровый жеребенок, но и не умирающий дрожащий комочек. Вчера она пыталась есть траву, но еще не понимает как. В общем, мы надеемся, что кризис миновал. Но бессонные ночи и трудные дни нам обеспечены на 2 месяца вперед, как минимум. Плюс финансовые расходы в размере 30 тысяч каждый месяц на молоко и лекарства, а это для нас пока очень серьезные деньги. Но что не сделаешь ради спасения маленькой лошадки. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.